Здравствуйте, близнецы! Сегодняшний таро-прогноз – это прогноз на неделю. Неделя с 8 по 14 июня. Давайте посмотрим, что близнецов ожидает в этот отрезок времени. Какие вам карты сегодня выпадут. Я напоминаю, что расклад у нас сегодня по дням недели, то есть на каждый день достаем по одной карте, сначала из основной, а затем из колоды дополнительной. Смотрим на те комбинации, те сочетания карт, которые у вас выпадут при этом. Итак, близнецы, давайте посмотрим, что же происходит у близнецов в этот отрезок времени с 8 по 14 июня. Также напоминаю, что вы можете подписаться на мой YouTube канал, оставить лайк или сообщение под этим видео. Можете дать знать, что расклад вам подходит через какую-то свою историю, которую вы расскажете. Мне будет очень приятно знать, что вам расклад подошел, а также интересно узнать, насколько он близок к тому, о чем мы сейчас говорили. Итак, давайте посмотрим. Близнецы, неделя с 8 по 14 июня. Понедельник. Вторник. Среда. Четверг. Пятница. Суббота. Воскресенье. Первая карта у вас, которая есть, карта шута, путешественника. У кого-то поездка, путешествие, дорога, которая ожидает вас в начале недели, да и в целом, может быть, на этой неделе. То есть здесь речь о возможности куда-то, кроме того, что физически поехать, что-то в вашей жизни здесь начать новое, захватывающее, интересное. Это может быть и начало нового пути захватывающего, нового года жизни для кого-то, у кого день рождения. Здесь в целом ваше желание двигаться, шагать в неизвестное, не бояться никаких сложностей впереди, которые могут вас ожидать. То есть вы не боитесь этой неопределенности, вы готовы и рискнуть. Также вы здесь должны быть более интуитивными, возможно, прислушиваться к этой интуиции. Здесь собачка лает, ему говорит, что впереди опасность, да, то есть перед тем, как какие-то шаги делать, все-таки, чтобы не оказаться в итоге в дураках, нужно все-таки хорошо продумывать, да, что вы делаете, но не бояться, как ребенок, не бояться шагать в новый путь, новые какие-то дороги для себя открывать, новые двери. То есть все-таки должна быть вот это как жилка рискованности здесь и отсутствие такого прям явного страха, да, вот, боязни каких-то опасностей. То есть вы здесь как будто не боитесь рискнуть. Поэтому карта шута. Давайте посмотрим, что еще здесь есть с этим новым начинанием, с этим новым началом для вас, а кого-то путешествием, поездкой. Туз жезлов. Тоже туз. Начало — это единица, причем он горит идеей, да, это желание новые какие-то возможности воплощать в жизнь. То есть много сил, много огня, много страсти, чтобы какие-то перемены в вашей жизни произошли, и вы для этого готовы здесь эти шаги делать. Дальше идет четверка мечей, и это карта паузы и отдыха. И вот здесь вот интересно, потому что во вторник как будто хочется отдохнуть, остановиться. Возможно, по этой карте проанализировать какую-то ситуацию и разобраться в своих истинных ощущениях, в своих чувствах, в своих переживаниях, в конце концов. То есть разобраться в своих глубоких внутренних вот этих вот мыслях, да, глубоких чувствах. Карта четверка мечей. Кто-то берет паузу, просто выходной себе, допустим. У кого-то, не дай бог, вынужденная какая-то пауза, остановка здесь. Но в целом карта, да, не самая плохая. Кстати, может говорить тоже и в
вместе с семеркой мечей, с четверкой мечей, с шутом о поездке. Кто-то здесь может где-то ехать, путешествовать. Паж мечей тут же. То есть здесь ваша такая воздушная стихия, ваша воздушная энергия в целом показана как приостановка, чтобы разобраться в каком-то вопросе, чтобы что-то для себя понять, опять проанализировать, да, разобраться в чем-то, прояснить ситуацию, может быть, что-то прочитать о чем-то для вас важном, интересном, или пораспрашивать окружающих с этим пажом мечей. То есть здесь есть какая-то как ситуация, где вы размышляете о какой-то возможности. То есть не действуете, но размышляете о возможности, о том, сделать ли решительный шаг, решительное действие, и вот перед этим решительным действием вы как будто приостанавливаетесь. Следующая карта семерка мечей, она у вас есть на среду. Я уже говорила, правда, может говорить о какой-то поездке, как смене пейзажа за окном. Но и также здесь может быть ситуация, где вы себе видите картину в одном свете, а она совсем по-другому выглядит. То есть вот как будто самообман какой-то может быть. И поэтому здесь же еще и Луна тоже рядом. Она говорит о том, что нужно быть осторожными, чтобы не обмануться в своих ожиданиях, чтобы вас не обманули. Но также здесь может быть еще и что-то неизвестное и скрытое от вас, как может быть и сюрприз. Это тоже может быть хорошее значение здесь. А может быть ложь во благо. То есть здесь вот какая-то может быть такая скользкая ситуация, или какая-то нечестная, или какая-то скрытая ситуация. Ну, давайте посмотрим, что здесь еще может быть. В целом называется она нестойкое намерение. Не знаю, может быть, вы правда здесь как будто намереваетесь что-то сделать, но не уверены до конца, потому что есть много скрытого, много каких-то опасностей, подводных камней, поэтому вы не решаетесь сделать этот окончательный выбор или окончательное решение, потому что ну вот как будто что-то вас тормозит немножечко из-за вот этих страхов. И здесь эта семерка мечей, которая есть у вас в среду, она дополняется пятеркой жезлов вашими внутренними переживаниями, какой-то внутренней конфликтной ситуацией, а также и ситуации, где вы с кем-то можете конфликтовать, потому что вы думаете, что кто-то нечестен с вами, кто-то обманывает, или вы вскрываете какую-то нечестность, какой-то обман тоже по этой семерке жезлов, семерке мечей с пятеркой жезлов. То есть здесь может быть что-то не удалось, и пятерка жезлов у вас это вызывает необходимость как справляться с испытанием, бороться, решать какую-то сложную задачу, потому что что-то пошло не так, как вы хотели, не так, как вы себе представляли, да, не так, как вы себе планировали. И здесь своего рода как самообман получился. Дальше карта Луна в четверг. Правда, здесь много переживаний, боязней, страхов каких-то, что что-то пойдет не так, что-то скрыто, что-то вот в такой, как в пелене, в дымке, и вы сомневаетесь в будущем, да, потому что не знаете точно, что вас ожидает. Может быть, потому что и правда видите какой-то подвох со стороны окружающих, либо понимаете, что вы не можете повлиять на ситуацию, все там зависит от воли случая, да, то есть все настолько неконтролируемое, вы понимаете, что по карте Луна вы контролировать-то что-то не можете, и у вас есть вот этот страх, боязнь, а также может быть неуверенность в себе, а справлюсь ли я, а смогу ли я, а хватит ли мне моей там психической энергии, чтобы справиться, вывести какую-то ситуацию здесь. То есть есть очень много здесь переживаний, но также они сопряжены еще и с мечтой. То есть вы хотите чего-то, но боитесь. Вот, знаете, как, вот хочу пойти на новую работу, но боюсь бросить эту. Хочу вот там, не знаю, начать новые отношения, но боюсь, потому что был какой-то негативный прошлый опыт. Да, то есть вот хочу доверять людям, но не могу, потому что обманывали в прошлом. Вот как будто очень хочу что-то сделать, но боюсь, не могу, или вот какие-то страхи присутствуют. Давайте посмотрим, что еще здесь с этой картой Луна. Почему Луна у вас выпадает? Карта правосудия, справедливости. Вам хочется справедливости, вам хочется для себя какой-то справедливости, вам хочется получить то, что вы заслуживаете, и хочется баланса в вашей жизни, а баланса нет, потому что вы переполнены страхами, волнением, тревогами. Также можете переживать из-за каких-то юридических аспектов, каких-то документов, бумаг, которые нужно подписать по правосудию. Возможно, вы считаете, что по правосудию здесь
кто-то не ответственен или кто-то не берет на себя полную ответственность. Вы хотите добиться ответственности от человека, с кем-то можете спорить, конфликтовать, что-то тоже доказывать. Кстати, здесь еще карта весов и рыб. Может быть, здесь общение с рыбами, весами, какие-то конфликтные ситуации, которые могут с ними возникать, выяснение тоже отношений. Или какая-то неуверенность в этом человеке, или неуверенность в законности какого-то процесса. Карта десятка мечей, карта здесь называется крах. Это, правда, как карта усталости и стресса, который у вас может быть по десятке мечей, когда вот вы как будто в отчаянии находились или находитесь здесь, переживаете какую-то стрессовую ситуацию и чувство усталости, дискомфорта, мол, хочу выйти из такого некомфортного для себя состояния, хочу завершить эту некомфортную ситуацию. Может быть, на этой неделе, правда, происходит что-то не совсем для вас позитивное, и вам хочется от этой неприятности наконец-то уйти. И вот эта десятка мечей, ощущение поверженности, какой-то усталости, вот знаете. И по карте отшельник показывает вам, что вам хочется уединиться, отстраниться от других людей, чтобы вас не трогали, чтобы никто к вам не приставал. И по отшельнику хочется правильно, мудро, разумно здесь поступить, чтобы вот, исходя из своего опыта и знаний, принимать все решения, потому что вот вы уже, находясь в таком состоянии отчаяния или постоянного стресса, понимаете, что больше так быть не может. И по отшельнику вы прошли свой путь, какое-то развитие сознания, мудрость определенную приобрели для того, чтобы здесь правильно поступить в этой ситуации, правильно что-то завершить, возможно, или какой-то тяжелый этап для вас завершить. Карта Дев, может быть, с девами тоже что-то связано здесь будет. Дальше принцесса жезлов, огненная стихия. Да, речь может идти про общение с огненным знаком, это львы, овны или стрельцы. Но и принцесса жезлов, она такая пылкая, огненная, эмоциональная. Хотя здесь больше не про эмоции, а про энтузиазм, смелость, да, активность. И активность эту проявляете, возможно, вы. И тут еще карта звезда следующая, то есть нацеленность на какое-то получение результата, на какой-то важный для вас результат, на то, о чем вы мечтаете, чего вы хотите, к чему вы стремитесь, и вы здесь пытаетесь к этому результату дорасти и готовы, если нужно, рискнуть. То есть вот здесь вот такая готовность рискнуть. Мол, сомневаюсь, не знаю, а потом вот решаете в выходной день, что стоит рискнуть, что у вас позиция более сильная, что по семерке жезлов вы имеете какое-то преимущество, что вам хватит здесь мужественности, чтобы решительно действовать, чтобы стойко справиться с какими-то препятствиями или с какой-то критикой, которая может быть в ваш адрес, соответственно. То есть вам хватает здесь задора, огня, силы, собственно, преодолевать эти трудности. И карта звезда, карта веры и надежды вашей в реализацию ваших планов, какие-то мечтания, которые вам хочется, соответственно, воплотить в свою жизнь по карте звезда. И семерка мечей здесь о том, что вы по карте звезда — это надежда. Надежда может быть справиться с каким-то препятствием, да, надежда на то, что получится обойти какие-то такие вот скользкие, там, не знаю, пути или какие-то скользкие моменты. Здесь вера, что получится, может быть, как ложь во благо, да, или что-то сделать для вас правильное, может быть, не совсем честным путем, или, может быть, реализация своих целей и планов, но не совсем честно, или не совсем, может быть, вы искренне людям говорите о том, что вы здесь хотите, может быть, вы не говорите всей правды или не говорите о том, что вас действительно интересует или к чему вы сильно хотите, то есть как будто не до конца раскрываете свои карты. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для вашего знака я буду заканчивать. Надеюсь, большинству из вас он подойдет. Кстати, здесь может быть еще водолей, какая-то нечестность или какая-то такая вот ситуация обмана, связанная с человеком знака водолей. А для кого-то обманутые надежды. Не знаю. Ну, давайте на этом все-таки остановимся. На этом закончим этот расклад. Напишите в ваших комментариях, насколько вам видео подошло, да, насколько у близнецов отыгрывается этот расклад с реальной жизнью, вашей конкретной ситуации. Надеюсь, у большинства из вас неделя пройдет все-таки гладко, а не вот с теми сложностями, которые мы здесь с вами сейчас описали. На этом с вами прощаюсь. Берегите себя, берегите своих близких и до скорого.